Гaius достиг наивысшего уровня в гербе созидания, что делает его сильнейшим магом. Но он все равно недоволен, потому что мог бы стать еще могущественнее, если бы у него был четвертый герб боевой. Поскольку невозможно изменить герб, с которым ты родился, Гaius решает переродиться с четвертым гербом через 1000 лет. Наша история начинается с того, что Гaius в возрасте 12 лет отправляется в столицу, чтобы поступить во вторую академию. Он восхищается красотой столицы, когда слышит, как девочка по имени Альма ругается с кузнецом в оружейной лавке. Он заходит в лавку, чтобы подслушать, и слышит, что меч подруги Альмы сломался, когда она пыталась защитить Альму от монстра. Она чувствует себя виноватой и хочет починить меч для подруги, потому что на следующий день у них экзамен во второй академии. Но кузнец не знает, как зачаровывать мечи, и отказывается, советуя ей найти кого-то другого. Почувствовав ее отчаяние, вмешивается Матиас и говорит, что может зачаровать меч, если кузнец сделает его. Кузнец не верит, что кто-то с четвертым гербом может такое сделать. Видите ли, за 1000 лет, прошедших с эпохи Гaiuса, самый могущественный боевой герб стал считаться самым слабым и теперь больше известен как герб неудачи. Как иронично. Но у Альмы было хорошее предчувствие насчет Матиаса, и она отдала ему волшебный камень, чтобы он вложил его в меч. Пока Матиас ждал, когда кузнец закончит ковать меч, в лавку зашла его подруга. Они с Матиасом сразу же влюбились друг в друга. Она покраснела и представилась как Лурия Бендрот. Вскоре кузнец закончил ковать меч, Матиас положил его на стол перед ними и взял волшебный камень. Одним прикосновением меча он наделил его силой и прочностью, чтобы Лурия могла легко использовать его в бою. Все были в шоке от того, как быстро он это сделал, особенно без заклинаний. Лурия решила проверить меч, несколько раз взмахнув им, но в итоге разрубила стол пополам, просто коснувшись его кончиком меча. Похоже, заклинание сработало. На следующий день Матиас встретился с Лурией и Альмой, чтобы сдать вступительный экзамен во вторую академию. Лурия блестяще прошла испытание на владение мечом, благодаря новому мечу. Услышав, что Матиас зачаровал меч, капитан рыцарского ордена Гил решил тоже сдать экзамен. Если Матиас справится с атаками Гила, капитан заступится за него, даже если он плохо сдаст остальные экзамены. Матиас с радостью принял вызов и мгновенно обезоружил Гила. Капитан был в шоке и сдался. Следующим был экзамен по магии, где каждый кандидат должен был попасть в 5 мишеней 5 стрелами, зачарованными магией. Зачарованная магия – это способ, которым любой может использовать магию, произнося определенные слова. На самом деле это неэффективный метод, потому что во время произнесения заклинания заклинатель уязвим для атаки и при этом тратит много энергии. Однако по непонятным для Матеуса причинам зачарованная магия считается идеальной для боя, и в эту эпоху символ созидания, который хорошо сочетается с зачарованной магией, известен как символ славы. Матеус решает использовать другую стратегию. Его символ ближнего боя, который сейчас называется символом поражения, лучше всего подходит для бессловесных заклинаний и имеет очень маленький радиус действия. Матеус произносит бессловесное заклинание, которое поражает все 5 целей одновременно, но из-за неточности в его магии также повреждает большую часть школьной территории. Все с восхищением наблюдают за силой бессловесных заклинаний, которые Матеус использует впервые. В любом случае, все трое сдают вступительный экзамен и становятся одноклассниками. На следующий день они присутствуют на церемонии открытия, где директор второй академии Эдвард произносит короткую речь, чтобы подбодрить студентов. А затем выбирает Матеуса из аудитории и просит его зайти в его кабинет. Тысячи мыслей проносятся в голове Матеуса, и он готовится к худшему. К его удивлению, директор хвалит его за выдающиеся навыки владения мечом и бессловесные заклинания. Он подтверждает подозрения Матеуса, что бессловесная магия – это утраченное искусство, и что Первая Королевская Академия систематически исключала бессловесную магию из всего. Директор Эдвард, который хочет возродить ее, просит Матеуса научить студентов бессловесной магии к межшкольным соревнованиям, чтобы они могли доказать силу бессловесных техник. Матеус демонстрирует свои способности в бессловесной магии и начинает обучать студентов базовым техникам. Довольно скоро большинство из них осваивают это. Через месяц наступает день межшкольных соревнований. Матиас чувствует присутствие кого-то, чья магическая сила в 10 раз больше, чем у него, и сравнима с силой демона. Он выходит на арену и видит 3 соперников из Первой Академии. Он сразу понимает, что тот, кто стоит посередине, на самом деле замаскированный демон, и именно он излучает магическую силу, которую Матиас почувствовал раньше. У демона даже есть поддельный герб, чтобы казаться человеком. Полный набор, ничего не скажешь. 2 бойцов с обеих сторон атакуют, но их заклинания слишком медленные, и Матиас побеждает их, используя заклинания без слов.
Остается только студент-демон, который настолько ошеломлен, что активирует свое заклинание, прежде чем притвориться, что произносит его. Зрители замечают это и задаются вопросом, что вообще происходит. Матиас наносит удар мечом по демону, заставляя его взлететь и ответить заклинанием без слов. Он касается демона мечом, и заклинание разрушается, открывая истинный облик демона. Так Матиас раскрывает, как демоны проникли в первую академию 1000 лет назад и постепенно отказывались от мощного герба ближнего боя, чтобы люди, их вечные враги, стали полагаться на более слабую форму заклинаний. Пока ученики пытаются эвакуироваться, демон пытается улететь, но Матиас отрезает ему одно крыло, прежде чем он взлетает, и побеждает демона. Матиаса приглашают во дворец короля вместе с директором Эдвардом, чтобы наградить его за невероятный подвиг, победу над демоном. Матиас просит предоставить ему доступ ко всем ресурсам, найденным в подземельях королевства. Во времена Гаи подземелья были самым ценным достоянием королевства, если там находились драгоценные магические руды и артефакты монстров. Но сейчас, когда магические знания стали важнее всего, никто не знает их истинной ценности. Король дает ему доступ и спрашивает его мнение о внезапном исчезновении избранных королевства магов с исключительными способностями. Матиас догадывается, что все они были замаскированными демонами и сбежали, когда ученик из первой академии был разоблачен. Поскольку их маскировка раскрыта, Матиас считает, что они готовятся к полномасштабному нападению на королевство, чтобы захватить власть. Он предполагает, что у них есть около 3 месяцев до атаки. Король волнуется, но Матиас уверяет его, что для защиты города нужен магический барьер, который можно создать за месяц совместными усилиями студентов второй академии. Он также рекомендует обучать их бессловесной магии. Его Величество соглашается с его идеями и назначает его командующим королевством в борьбе с демонами. Позже Матиас идет в сокровищницу, чтобы найти магические артефакты божественного уровня, необходимые для создания барьера. Его внимание привлекает меч, и, изучив магические узоры на нем, он узнает, что это один из магических мечей, который он создал в прошлой жизни. Он берет его, а также синий кулон, который он создал в прошлой жизни и который увеличивает количество получаемых очков опыта. После того, как он обыскал всю сокровищницу, ему все еще не хватает предметов, и он решает отправиться в подземелье, чтобы найти их. В школе он приглашает Альму и Лури пойти с ним в подземелье, но они не решаются пойти, потому что думают, что будут ему мешать. Альма говорит, что всегда хорошо стреляла из лука, но ей сказали бросить это занятие, потому что оно не сочетается с магией. Но с мечом у нее не очень получается. Матиас решает эту проблему. Он берет лук и зачаровывает стрелу с помощью простой магии, не требующей слов. Цель, в которую он попадает, взрывается, и это доказывает, что стрельба из лука может быть полезным боевым навыком. Более того, у Альмы есть способность к быстрой стрельбе, которая, естественно, делает ее очень подходящей для магической стрельбы из лука. Он также убеждает взволнованную Лури, что поможет ей улучшить навыки в магии, чтобы она могла использовать свой дар созидания, который он выбрал, когда перевоплотился. Теперь девочки полны энтузиазма и соглашаются присоединиться к его команде. Трио входит в подземелье, где Матиас тренирует Альму и Лури на первом этаже. Монстры на разных этажах отличаются, но на первом этаже обычно не очень опасные. Он находит маленького крабоподобного монстра и кладет его на кучу камней, чтобы Ульма потренировалась в магической стрельбе из лука. Она успешно зачаровывает стрелу и попадает в монстра с первого раза. Затем он просит ее держать стрелу дольше перед выстрелом и сосредоточиться на траектории полета стрелы. Она следует его инструкциям и выпускает стрелу, после чего замечает еще одного монстра на земле. Стрела меняет направление в полете и попадает в монстра. Матиас объясняет, что это управляемая нитью стрела, и Альме нужно практиковаться, пока она не научится попадать в нескольких монстров одной стрелой. Взволнованная тем, что освоила новый прием, она отправляется исследовать первый этаж подземелья, чтобы добыть магические камни из убитых монстров и помочь построить барьер. Когда она уходит, Матиас начинает учить Лури заклинаниям. Первое, что должен знать заклинатель, это как создавать оружие. Матиас разрушает одну из непримечательных стен подземелья, говоря, что все они – богатый источник руды. Он учит ее добывать руду из сырья и очищать ее до состояния чистого металла и минералов. Она успешно добывает чистый мифрил и железо. К тому времени, как Альма возвращается с кучей магических камней, Лури уже знает основы создания зачарованных мечей. Довольные их успехами, Матиас решает, что им пора подняться на 10-й этаж, чтобы проверить все, чему они научились. Альма и Лури сражаются с монстрами вместе. Альма атакует большинство монстров, а Лури помогает ей, делая стрелы. Но настоящее испытание начинается, когда появляется свирепая собака-убийца. Альма промахивается несколько раз, и монстр вот-вот набросится на нее, но Лури спасает ее, создавая огненную стену между ними. Альма приходит в себя, бьет собаку по лапе, а затем по шее и убивает ее. Матиас хвалит их за быстрый прогресс и хорошую командную работу и создает для них безопасное место, где они могут отдохнуть. А сам он отправится на 25-й этаж за адамантитовой рудой, необходимой для барьера. Услышав это, Альма не верит своим ушам,
потому что дальше всех заходил только отряд из 30 человек под предводительством Гая, бога магии, и они были на 23-м этаже. Матиас удивляется, что у человека такое же имя, как у Гая, но списывает это на совпадение. Он спускается на нижние этажи, пока не находит камни с адамантитом. Внезапно он чувствует присутствие сильного монстра и догадывается, что это должно быть босс этажа. Считая это своим первым испытанием с гербом ближнего боя, он бросается на монстра. Он расчищает путь, чтобы монстр мог подойти к нему. Монстр чувствует, что на него нападают сзади, и едва успевает увернуться. Это арк-змеи, агрессивный монстр с мощными выпадами и ядовитым укусом, который может разъедать даже камни. Матиас сражается с ним лицом к лицу, но его меч едва оставляет след на прочной чешуе монстра. Наконец он разбивает магический камень, чтобы выпустить облако магической энергии, которую собирает в своем мече, чтобы нанести мощный удар, который уничтожает змея. Когда монстр мертв, группа покидает подземелье и отправляется в одну из гильдий города, чтобы продать голову монстра и магон. Хотя магон, полученный от монстра, больше, чем когда-либо видели в городе, он все равно не подходит для барьера Матиаса. Гильдия платит им большое вознаграждение в размере 750 золотых монет за товар, который Матиас делит поровну между ними тремя. Разговаривая и гуляя по городу, он чувствует, что два демона направляются к академии. Один из демонов относительно слаб, а другой сильнее, чем тот, с которым он сражался на межшкольных соревнованиях. Они планируют перехватить демонов, пока те не добрались до академии. Матиас сражается с более сильным демоном, а девушки с более слабым. Матиас атакует первым, но у него не получается, потому что у него недостаточно магии, чтобы победить их. Поэтому он просто использует заклинание демона, взяв его под контроль. Он притягивает демонов вниз, пока они не оказываются достаточно близко, чтобы Альма смогла поразить более слабого демона. Она использует зачарованные стрелы, которые замедляют его. Раздраженно, более слабый демон отделяется от остальных и переключает свое внимание на двух других. Более сильный демон использует заклинание широкого радиуса действия, от которого невозможно увернуться. Но Матиас разрушает его, используя заклинание на его слабое место. Демон отступает, потому что впервые в жизни человек смог победить его этим приемом. Матиас использует свой бесчисленный боевой опыт из прошлой жизни, чтобы сразить демона мечом. Демон решает отступить, но Матиас накладывает на него сферу-ловушку, которая обращает магическую энергию демона против него самого, и демон становится беспомощным. В качестве последней меры он пытается использовать заклинание, которое требует жертвовать жизнью, чтобы призвать орду монстров, но Матиас предугадывает это и останавливает его. Не видя других вариантов, демон признает свое поражение. Тем временем Альма и Лури тянут время, непрерывно стреляя в более слабого демона и используя его время на восстановление, чтобы отступить. Когда Матиас расправляется со своим демоном, он идет им на помощь. Увидев, что его более сильный сообщник побежден, демон принимает разумное решение убежать. Поскольку Матиас не может догнать его в воздухе, Альма стреляет стрелой, которая отрубает одно из его крыльев, и он теряет высоту. Матиас отрубает другое крыло, заставляя демона упасть на землю. На следующий день король приглашает всех троих во дворец, чтобы похвалить их и исполнить их желания в благодарность за их храбрый поступок. Матиас снова просит больше темниц, а Альма и Лурия принимают денежное вознаграждение. Пока король болтает о всякой ерунде, Матиас встает и требует, чтобы самозванец, находящийся в зале суда, показался. Когда никто не появляется, он произносит заклинание, и в потолке открывается дыра, из которой доносится крик, который король узнает. Это был Эльхард, бывший избранный. Он объясняет, что демоны установили там магическое устройство, позволяющее им следить за залом суда издалека. Он даже может определить координаты их убежища, которое находится в деревне, разрушенной демонами много лет назад. К сожалению, деревня находится слишком далеко, чтобы они могли добраться туда за разумное время, а Матиас еще недостаточно силен, чтобы использовать магию телепортации. Он придумывает другой способ добраться туда, но не говорит об этом Альме и Лурии, которых он тащит в горы. Они замирают, увидев живого дракона, но Матиас собирается использовать его как средство передвижения. Он просит их отойти, пока он будет с ним договариваться. Это дракон Айрис, самый темный дракон, с которым он сражался в прошлой жизни, но с которым они стали союзниками, когда она сдалась. Сначала Айрис не узнает его и приказывает ему убираться из ее владений, иначе она сожжет его дотла. Он продолжает идти к ней, и она выпускает огненное дыхание. Матиас рассеивает его, ударив по уязвимому месту, и говорит, что он воскресший гей на языке драконов. Как только она понимает, что это он, она тут же извиняется и молит о пощаде. Он уверяет ее, что он здесь только для того, чтобы попросить ее о помощи, но Айрис говорит, что она больше не может летать из-за своих изодранных крыльев. Она объясняет, что после исчезновения Гая взорвался один из гигантских магических реакторов в человеческом королевстве, что привело к другим взрывам реакторов, отбросившим людей назад, в каменный век. Это объясняет, почему люди потеряли весь свой прогресс в магии. Матиас использует магию зачарования, чтобы сохранить свои крылья, достаточные для выполнения этой работы, но она не идеальна, потому
что герб творения идеально подходит для зачарования. После этого они переходят на человеческий язык, чтобы Альма и Лури могли его понять. В восторге, Айрис совершает свой первый полет за 5000 лет, чтобы доставить группу к месту назначения. Довольно скоро они добираются до деревни, и Матиас находит дом, в котором прячется Элхард. Когда они войдут, в доме никого не должно быть видно, потому что Элхард использует заклинание сокрытия, чтобы стать невидимым. Однако они определяют его местонахождение, обнаруживая его магическую энергию, и Матиас снимает свое заклинание сокрытия. Элхард переходит в атаку, но Матиас продолжает уклоняться от его ударов, в то время как Альма непрерывно бросает в него стрелы. Элхард думает о стрелах как о простой помехе, пока не замечает, что его движение становится все медленнее и медленнее. Оказывается, стрелы, которыми пользовалась Альма, были зачарованы Лури магическим токсином, который лишает демона магической энергии. Разозленный тем, что группа крошечных человечков избивает его, он использует зверство, демоническое заклинание, которое значительно увеличивает его силу, но заберет его жизнь, как только вся его магия иссякнет. Использованный. Матиас использует заклинание иллюзии, чтобы заставить демона напасть на проекцию Альмы и Лури, и в результате тот получает огромную дозу магического токсина в виде тумана. Альма выпускает последнюю стрелу в голову демона, и Эльхард побежден. После этого он говорит Альме и Лури, чтобы они ждали его в небе вместе с Айрис, пока он сражается с гораздо более сильным противником. Как только они оказываются на безопасном расстоянии, он разбивает 3 магических камня, высвобождая их энергию и заставляя демона, которого он почувствовал раньше, материализоваться. Они начинают сражаться, и демон отрубает Матиасу руку. Но это и было частью плана Матиаса. Перед боем он накладывает на свою руку заклинание восстановления и анализа. Это позволяет ему вернуть руку и получить информацию о магии демона. Это позволяет ему уклоняться от всех его атак и приближаться к демону, после чего он ранит демона мечом. Почувствовав угрозу, демон использует заклинание, похожее на атрофирующее, но которое не убьет его. Матиас уже проанализировал его магию и легко нейтрализует заклинание и все остальные. Рана, которую Матиас нанес демону, тоже зачарована, и она начинает поглощать всю магическую энергию вокруг них. Он разбивает магический камень, и вся его магическая энергия устремляется в тело демона, что приводит к взрыву. В результате взрыва появляется столб драконьей жилы, мощный источник энергии, который демоны намеренно спрятали в заброшенной деревне. Матиас догадывается, что они планировали использовать его, чтобы выпустить на столицу 1000 монстров, но взрыв, к счастью, отвлек их на несколько миль от города, дав им время вернуться и подготовиться к атаке. Ирис возвращается в академию в человеческом обличии, и Матиас просит зачислить ее в студенты. Директор соглашается, но только если она сдаст вступительный экзамен на 47 баллов из 50. Она еще не привыкла к человеческим нормам поведения, поэтому с треском проваливает письменный экзамен. На экзамене по фехтованию она вступает в бой с рыцарем по имени Гвил. Она еще не привыкла к своему новому телу и роняет меч, а потом наклоняется, чтобы поднять его, и в этот момент Гвил нападает на нее. Она небрежно останавливает его взмах, схватив меч голыми руками, а затем замахивается мечом, как бейсбольной битой, и Гвил отлетает к крыше здания. Затем идет экзамен по магии, где она должна поразить все 5 мишеней. Ирис заряжает свое заклинание, которое, как предсказывает Матиас, будет слишком мощным, и создает барьер. Когда она наконец выпускает его, вся территория школы оказывается уничтожена, включая 5 мишеней. Миссия успешно провалена. Директору ничего не остается, кроме как принять студентку с невероятно мощной магией. Вторая академия отстает и собирает руду, необходимую для барьера, поскольку большинство студентов, специализирующихся на магии, учатся в Первой Королевской академии. Между двумя академиями давняя вражда, поэтому высокомерный директор Первой академии вряд ли согласится помочь. Как и ожидалось, директор отказывается признать силу Второй академии, показанную на межшкольных соревнованиях, и считает, что они слишком слабы, чтобы помогать. Матиас предлагает провести еще одно соревнование, в котором каждая сторона может отправить столько участников, сколько захочет, а проигравший будет делать все, что прикажет победитель. Директор Первой академии соглашается только при условии, что Матиас не будет участвовать. Он соглашается на эти условия. В день первого испытания академия отправляет большую группу своих лучших студентов, в то время как Вторая академия отправляет только 5 студентов, ни один из которых не является студентом-магистром. Рассчитывая на легкую победу, высокомерный директор приказывает им начинать. Все студенты Первой академии начинают читать заклинание, но оно такое длинное, что 5 студентов из Второй академии легко побеждают их с помощью бессловесной магии. Король, который тайно наблюдает за происходящим, обвиняет Первую академию в измене, потому что они все еще практикуют магию слов, несмотря на его приказ перейти на бессловесную магию. Убрав короля с дороги, он приказывает студентам Первой академии помочь Второй академии и перейти на бессловесную магию. Переход проходит гладко, и студенты Первой академии с радостью соглашаются. Похоже, они тоже ненавидели своего директора. Пока студенты добывают мифриловые руды в подземельях, Матиас со своей группой Айрис спускаются глубже в подземелье, чтобы найти монстра, который даст им магический камень диаметром 60 см для создания ядра барьера.
Он также использует эту экспедицию, чтобы проверить, сможет ли Айрис адаптироваться к своему новому телу и стать хорошим членом их команды. Он решает призвать сильного зверя с помощью магического камня. Он просит Айрис медленно наполнить камень магией, но Айрис понимает слово «медленно» по-своему, и в итоге она призывает дракона, который намного сильнее, чем ожидал Матиас. Айрис отвлекает дракона, ругаясь и время от времени нанося ему удары. Тем временем Матиас расставляет вокруг дракона несколько магических кругов. Как только он готов, он приказывает Айрис спровоцировать дракона, чтобы тот выдохнул пламя. Ее подразнивание действует, и дракон выдыхает пламя, пока Айрис пытается убежать. Матиас активирует магические круги, которые создают мощное заклинание, меняющее направление дыхания дракона и наносящее ему самому урон. Пламя попадает прямо в дракона и сжигает его дотла. Айрис приносит им большой магический камень. Теперь, убедившись, что она ценный союзник, Матиас приглашает ее присоединиться к их группе. Он учит ее использовать свое человеческое тело, тренируясь передвигаться по неровной поверхности и одновременно защищаться от стрел Альмы. Он также повышает уровень Лури, создавая новое снаряжение, чтобы она могла сделать ему хороший меч. Как только она научится зачаровывать оружие несколькими заклинаниями, она создает новое для каждого члена группы. Оружие достаточно сильное, чтобы дробить камни. Кажется, что у Матиаса все идет по плану. Его группа быстро развивается, все больше людей осваивают бессловесную магию, и скоро будет возведен барьер, защищающий королевство от демонов. Когда все будет готово, он планирует покинуть город, чтобы продолжить свои дела. Наконец наступает день возведения барьера. Матиас чувствует сильное магическое присутствие над второй академией и понимает, что демон собирается атаковать академию с помощью телепортации, называемой Магира, до того, как будет возведен барьер. Но у него заняты руки, он создает барьер, поэтому просит Альму и Лури отвлечь демона. Как и ожидалось, из портала появляется демон и атакует всех студентов мощным огненным заклинанием. Студенты создают магический щит, чтобы защититься, пока Лури пытается начертить магический круг. Все ее попытки заканчиваются неудачей, пока у нее не остается последний магический камень. Видя, как все ее одноклассники стараются защитить ее, пока она не закончит заклинание, Лури воодушевляется и успешно создает магическую стрелу, которую она хочет использовать. Альма стреляет в демона, попадая ему прямо в грудь. В момент его слабости студенты используют его заклинание, чтобы победить его. Но из портала начинают появляться новые демоны. Кажется, что люди в безвыходном положении, но Матиас, закончив подготовку барьера, выходит на сцену. Он в одиночку побеждает всех демонов, и все студенты радостно приветствуют его. Когда с демонами покончено, Матиас активирует барьер, вставив последний магический камень. Королевство окружает красивый переливающийся купол, защищающий людей от опасности. Но их работа еще не закончена. Помните о столбе с драконьей жилой? Монстры, вызванные Анной, наконец-то приближаются к королевству, и студенты должны избавиться от них, пока они не напали на близлежащие деревни. Студенты справляются с первой волной демонов, но отряд Матиаса уничтожает вторую волну более сильных демонов. Последняя проблема – это пустота, монстр, который растет, пожирая других монстров. Но это не проблема, потому что Матиас питается магическими камнями, чтобы монстр рос еще больше, и они смогут получить больше ресурсов, когда убьют его. Конечно, Матиас убивает его несколькими ударами своего зачарованного меча и отрубает ему голову. Теперь, когда Матиас разобрался со всеми угрозами королевству, он хочет покинуть академию, чтобы найти больше драконьих жил. Директор предлагает оставить его в списке студентов на особом положении, чтобы он мог пользоваться помощью академии, если у него возникнут проблемы. Он также предлагает стипендию членам команды Матиаса, если они решат присоединиться к нему в его приключениях. Студенты прощаются с ними, и команда отправляется в путь. Матиас и его команда отправляются в путешествие, и девушки очень рады впервые покинуть столицу. Их первая цель – город Мельхия, построенный на вершине подземелья. Матиас потрясен, узнав, что город был построен над подземельем, потому что во времена его молодости такого не было, и он сомневается в его безопасности. Ларри и Алмаз говорят, что дорога до города займет несколько дней, но Матиас и Айрис говорят, что это не так уж далеко, если идти через лес. Ларри нервно говорит ему, что в лесу обитают монстры, и они очень сильные и умные. Но вместо того, чтобы напугать Матиаса, эта информация вызывает у него еще большее желание пройти через лес. Они входят в мрачный лес, и, к их удивлению, вокруг них нет монстров. Команда решает устроить привал, но Матиас предлагает воспользоваться случаем и подстрелить немного свежего мяса и отправляется на охоту. Он далеко от девушек и чувствует, что в лесу полно монстров, но они передвигаются организованно, как будто ими кто-то командует.
Матиас понимает, что за ними следует разумное чудовище, и предсказывает, что оно нападет на него следующим. Гигантский лунный монстр нападает на него, но Матиас убивает его и приносит девушкам. Они боятся монстра, и Матиас говорит им, что он не был ни сильным, ни умным, чтобы доставить им неприятности. Затем он приносит им тушу гигантского кабана. Он добывает мясо и объявляет, что это будет их ужин. Лури использует свои способности, чтобы превратить железо в копье, а Альма идет за травами для приправы, пока Айрис рубит дрова. Альма возится с готовкой и случайно устраивает взрыв, когда работает с травами, а потом варит суп из сточных вод, который даже Айрис не может есть. Но мясо вкусное, и наевшись, они отправляются в город Мельхию, и ни одно чудовище не приближается к ним, потому что их босс уже побежден. Они добираются до города подземелья после заката и видят, что он мрачный и почти пустой. Рядом с ними загорается волшебный фонарь, но он испускает странные магические сигналы. Матиас понимает, что он работает от драконьей жилы, а не от обычного магического камня, и это не самая передовая технология. Продавец фруктов предупреждает их, чтобы они держались подальше, потому что фонари часто взрываются и уже стали причиной нескольких смертей в городе. И действительно, фонарь внезапно взрывается прямо у них на глазах, и Матиас с друзьями едва успевают отскочить. Лури набрасывается на продавца фруктов за то, что он создал что-то с такими смертельными изъянами, но тот просит ее успокоиться, потому что это было сделано по приказу лорда. Мужчина объясняет, что раньше они использовали магические камни, но нынешний правитель запретил их использовать в городе, так как они являются самым ценным экспортным товаром. Матиас спрашивает торговца, несет ли правитель ответственность за плачевное состояние города, и узнает, что тот отправил большинство искателей приключений на 10-й этаж подземелья, чтобы сразиться с могущественным монстром, поэтому город выглядит таким пустым. Матиас говорит, что правитель, похоже, некомпетентный болван, и его решения вредят городу. Он решает, что сначала им нужно пойти в гильдию, где они видят объявление, в котором говорится, что для входа в подземелье нужно разрешение. Однако, когда они приходят в гильдию и спрашивают разрешение, администратор советует им не ходить туда, потому что разрешение выдает сам правитель. Все, у кого есть разрешение, фактически становятся его приспешниками и должны выполнять любые абсурдные поручения, которые он им дает. Она объясняет, что задания часто бывают опасными и безрассудными, и всегда есть жертвы. Матиас и его команда не обращают внимания на ее слова, и несмотря на предупреждения администратора и презрение раненых людей, все равно просят разрешения. Прежде чем они успевают подать заявление, в гильдию вбегает женщина и спрашивает, есть ли кто-нибудь, кто умеет лечить магией, потому что много искателей приключений вернулись сильно ранеными. Матиас без колебаний вызывается помочь. Он идет в медицинский пункт и видит, что там много раненых в критическом состоянии, а помочь им некому. Матиас в ярости и спрашивает, почему в городе искателей приключений нет целителей, и узнает, что большинство из них были изгнаны нынешним лордом, потому что он считает их бесполезными. Матиас полон решимости спасти всех здесь. Он анализирует магическую энергию каждого, чтобы определить тяжесть их ран, и расставляет таблички с номерами в порядке тяжести ран. Он планирует лечить их в порядке уменьшения тяжести ран с помощью своей команды. Однако медики пытаются прогнать его, потому что не могут позволить себе потерять искателей приключений из-за какого-то мальчишки с клеймом неудачи. Матиас доказывает свою уверенность, исцеляя самого тяжело раненого искателя приключений. Это быстро их затыкает, и Матиас просит их помочь ему спасти всех искателей приключений. Совместными усилиями они исцеляют всех искателей приключений после долгой ночи, проведенной за исцеляющими заклинаниями. Матиас измотан, но рад, что никто не умер. Главный медик спрашивает, не был ли он случайно известным целителем, но Матиас отрицает, что он важная персона, и говорит, что без помощи всех остальных он бы ничего не смог сделать. Медик благодарит его, и Матиас спрашивает о предыдущем лорде и о том, как был назначен его преемник. Он слышал, что предыдущий лорд был достойным правителем, и хочет знать, почему его внезапно заменил некомпетентный глупец. Медик говорит, что предыдущий лорд внезапно умер во сне, и никто не знает точной причины смерти. Матиас предполагает, что лорда убили демоны, и один из них занял его место. Он думает, что, возможно, демоны изначально планировали построить город над опасным подземельем, и решает выяснить, что они задумали. Заселившись в комнату, Матиас пишет письмо ректору, чтобы его отправили королю. Девочки читают письмо, в котором говорится только об их домашнем задании, но это лишь прикрытие. И Матиас использует специальный ящик с двойным дном и другими магическими приспособлениями, чтобы передать настоящее сообщение о том, что происходит в Мельхии. Он подозревает, что письма, отправленные из Мельхии, должны проверяться перед отправкой, поэтому новости о происходящем здесь не доходят до столицы. Альма предлагает отправиться в столицу лично, чтобы поговорить с королем, но Матиас считает, что важнее выяснить, что происходит в подземелье. У них есть разрешение, и он планирует посмотреть на монстра, который сегодня ранил столько людей.
Все ложатся спать, и пока Ирис и Альма беззаботно спят, Матиас и Лури слишком смущены, чтобы уснуть. Они думают только о том, как будут делить комнату, и слишком нервничают, чтобы отдохнуть. К тому же Ирис и Альма пугают их, разговаривая во сне. На следующее утро Матиас чувствует себя нормально, а Лури выглядит изможденным. Затем группа спускается в подземелье для быстрого осмотра и оказывается перед огромными железными воротами. Матиас говорит, что ворота выглядят крепкими, но сильный монстр легко их сломает, и Ирис демонстрирует свою чудовищную силу, открывая ворота. Они заходят в подземелье и возвращаются с черепом монстра, которого девушки и Айрис убили своим дыханием дракона. Администраторша в шоке, потому что это был сильный монстр, которого убил Индриан, и из-за которого погибло много городских искателей приключений. Она говорит, что они получат награду только после того, как лорд проверит это и напишет ему письмо с отчетом об убийстве, в котором говорится, что девушки очень сильные, а парень всего лишь лекарь, который не участвует в боях. Матиас заглядывает в отчет и позволяет ей дать лорду ложную информацию. Партия продает остальное, что они добыли, чтобы купить еды. Тем временем лорд получает отчет и планирует разобраться с партией, которая победила сильного монстра. За ужином Матиас хвалит девушек за то, что они стали сильнее и лучше работают в команде. В ресторане есть люди, которые за ними наблюдают, и Матиас это замечает. Когда партия выходит из ресторана, мужчины продолжают идти за ними, и Матиас понимает, что их послал лорд, который решил действовать после того, как они победили монстра. Матиас меняет маршрут и с помощью заклинания телепатии сообщает девушкам, что за ними следят люди лорда. Они скрывают свое присутствие, чтобы проверить намерения преследователей, а потом появляются позади них, притворяясь ничего не подозревающими искателями приключений, которые заблудились и не могут найти дорогу к своей гостинице. Преследователи говорят им, куда идти, даже не спросив название гостиницы, и это выдает тот факт, что они следили за ними. Когда их раскрыли, головорезы схватили Матиаса в заложники, угрожая убить самого слабого члена их группы, если они не согласятся служить лорду. Матиас делает вид, что он простой целитель, и головорезы действительно верят, что он самый слабый. Они смеются и говорят, что их группа станет рабами лорда или погибнет. Матиас говорит Айрис, что она должна победить их без оружия, и она спокойно подходит к ним. Гусыня думает, что у нее нет шансов против них, и один из них нападает на нее с металлической дубинкой, но она блокирует удар руками, и дубинка ломается. Айрис побеждает головорезов одного за другим, вырубая их. Матиас освобождается и накладывает на них заклинания, чтобы проверить свои подозрения насчет лорда. На следующее утро Матиас получает сообщение от королевского гонца и говорит своей группе, что им нужно немедленно отправляться в путь. Они идут на встречу с гонцом в определенное место в подземельях, и только Матиас может почувствовать его присутствие и позвать их. Гонец представляется как Айк и говорит, что ему было приказано скрываться, пока Матиас его не обнаружит. Айк говорит, что он пришел с приказом короля арестовать лорда Мельхии. Матиас получает право арестовать лорда под присмотром Эйка. Матиас благодарен за этот приказ и планирует арестовать лорда, как только сможет. Благодаря заклинаниям слежения он находит лорда в доме на окраине города. Акс знает, что дом лорда хорошо охраняется и хочет позвать рыцарей на подмогу, но Матиас говорит ему, что их команда достаточно сильна, чтобы справиться с этим. Они впятером приходят к дому и видят, что там подозрительно тихо. Ворота были закрыты, и снаружи никого не было. Матиас использует свои поисковые заклинания и обнаруживает, что внутри их ждут головорезы, но он думает, что лорд каким-то образом узнал об их плане и усилил свою защиту. Айк считает, что сейчас арестовывать лорда слишком опасно и предлагает вернуться, но Матиас говорит, что они ворвутся через главный вход. Они врываются в дом через парадную дверь, и их встречают головорезы, которые думают, что они попали в ловушку. Они недооценивают их, потому что их всего 5 и атакуют их множеством заклинаний, но Лури блокирует их щитом. Матиас хвалит ее, говоря, что ее скорость каста значительно возросла. Затем он одним заклинанием вырубает всех головорезов. Айк думает, что лорд должно быть прячется на 2-м этаже, но Матиас чувствует его магическую ауру в подвале. Лури говорит, что в планах здания нет подвала, и он говорит ей, что это должно быть секрет. Он легко находит потайной вход за картиной, и перед ними появляются ступеньки в подвал. Когда Матиас и его команда спускаются по лестнице, лорд в своей тайной комнате задается вопросом, почему снаружи так тихо. Его помощник предполагает, что головорезы должно быть уже побеждены, но лорд не верит, что кто-то мог так легко их одолеть. Однако он все равно решает быть осторожным и планирует воспользоваться тайным ходом, чтобы выбраться на поверхность. Но тут в его кабинет заходит Матиас и говорит, что больше не пойдет по тайному ходу. Лорд не знает, кто
кто он такой, и спрашивает своего помощника, чей это сын. Но когда Матиас спрашивает, не посылал ли он людей убить его, не зная его в лицо, лорд встает. Матиас зовет своих товарищей, и лорд думает, что это его шанс. Он говорит, что для целителя было ошибкой находиться вдали от охраны, и приказывает своим головорезам напасть на него. Головорезы врываются в комнату со всех сторон, но Матиасу достаточно одного движения, чтобы победить их всех. Лорд ошеломлен, увидев, что Матиас не целитель, а потом Аке делает шаг вперед и показывает ему приказ короля арестовать его. Лорд отказывается признавать власть какого-то мальчишки, который пытается его арестовать, и заявляет, что с Мельхиусом случится что-то ужасное, если с ним что-то случится. Матиас вырубает его одним щелчком пальцев и приказывает допросить глупого лорда. Матиас просит его немедленно вернуться в столицу, а сам собирается остаться, чтобы разобраться с другими проблемами. Он хочет знать, как лорду стало известно о его внезапном нападении, и находит в камине обгоревшие остатки письма. Матиас читает его и узнает, что в нем говорится о том, что лорда арестовали и король послал кого-то за ним. Он изучает письмо с помощью заклинания и находит на нем слабые следы магии. Он уверен, что здесь замешан демон. Матеус думает, что демоны управляли лордом, чтобы тот делал то, что им нужно, а Лури спрашивает, не охотились ли они за магическими камнями. Матеус отвечает, что скорее всего они охотились за драконьей жилой в городе подземелье, которая была в разы больше, чем в столице. Если бы демоны смогли наложить нужное заклинание на эту драконью жилу, то это привело бы к катастрофе мирового масштаба. Все в ужасе от этих слов, и Айк говорит, что им нужно скорее вернуться в столицу. Но Лури останавливает его и просит всех быть начеку. Внезапно земля начинает трястись, и Матиас понимает, что это землетрясение, вызванное тем, что демон возился с драконьей жилой. За городом собирается орда монстров, и Матиас с друзьями чувствуют это. Он понимает, что это должно быть то, о чем говорил лорд, когда предупреждал их не причинять ему вреда. Но сейчас это не важно. Матиас решает прогнать демонов от драконьей жилы, потому что у орды монстров есть еще 2 часа, чтобы добраться до города, и он планирует разобраться с демонами до этого. Они спускаются в подземелье, чтобы добраться до драконьей жилы, и не находят там никаких следов демонов. Матиас думает, что они спустились на более глубокий этаж и ищет ловушки. Затем он просит Айрис прокопать стену в слабом месте. Она пробивает стену и приводит их к драконьей жиле. Лори чувствует, что вокруг драконьей жилы находится демоническая энергия, и Матиас считает, что демоны давно планировали ею манипулировать, а сейчас они просто доделывают начатое. Он решает разделить их силы, чтобы починить драконью жилу и одновременно победить демонов. Матиас собирается спуститься на нижние этажи, чтобы сражаться, а 3 девушки должны остаться и исправить то, что демоны сделали с двигателем. Лори паникует, потому что не уверена, что сможет сделать это без его помощи, но Матиас доверяет ей, и ее друзья тоже поддерживают ее. Он накладывает магический круг связи на драконью жилу и спускается на нижние этажи. Пока Матиас сражается с монстрами на нижних этажах, он постоянно связывается с Лори, которая может найти аномальный поток магии и устранить его. Матиас просит ее действовать медленно и осторожно, потому что одно неверное движение, и она может взорвать весь город. Уничтожив монстров перед собой, он понимает, что находится недалеко от логова демона. Матиас выходит на открытое пространство и видит демона, который использует магию, чтобы управлять драконьей жилой. Демон тоже замечает его и зовет к себе. Матиас сталкивается с демоном и замечает небольшие колебания в его магии и приходит к выводу, что тот использует магию связи. Он подключается к каналу связи и обнаруживает, что демон разговаривал со своим хозяином, который говорил о нем гадости. Хозяин подозревает, что Матиас не работает один, и один из его коллег пытается восстановить драконью жилу. Он приказывает своему подчиненному быстро убить их обоих и предупреждает, что нужно быть осторожным в бою. Матиас думает, что главный демон очень умен и хорошо осведомлен, и с нетерпением ждет возможности сразиться с ним. Он тут же накладывает чары на свой меч и атакует демона, который блокирует удар взрывом. Матиас отпрыгивает назад, чтобы увернуться, а демон насмехается над ним, говоря, что он был бесполезен до того, как появился взрывной барьер. Босс демонов также говорит ему, что нужно закончить бой как можно скорее, пока противник не нашел способ прорваться через барьер. Матиас уверен, что взрывной барьер был создан специально для борьбы с ним, и демон, с которым он сейчас сражается, самый сильный из всех, кого он видел в этой жизни. Он связывается с Лори и говорит ей немедленно активировать магические числа 14 и 17. Демон насмехается над Матиасом, говоря, что он подготовился к его поражению. Матиас атакует его, но демон использует магический взрыв, прежде чем он успевает приблизиться. Он думает, что победил, но Матиас нападает на него сзади, и демон вовремя предупреждает его, чтобы отразить атаку. Демон утверждает, что один удар его атаки убьет любого человека, и Матиас отвечает, что он не сможет его ударить. Главный демон постоянно дает указания своим подчиненным, как сражаться с крестом неудачи, и демон следует инструкциям, используя серию магических атак, чтобы не дать Матиасу приблизиться к нему или сбежать, но он защищается, используя барьер. Матиас снова связывается с Лури и просит ее подготовить заклинание, которое он просил ее наложить,
потому что они могут ему понадобиться в любой момент. Демон, стоящий перед ним, начинает нервничать и спрашивает своего босса, что ему делать дальше. Босс говорит ему перейти ко второму этапу их плана и заманить Матиаса в ловушку. Матиас тоже этого ждал и бросается на демона, который стреляет в него магическими зарядами, пока улетает. Матиас просит Лури наложить заклинание номер 14, и это отменяет ловушки, расставленные демонами. Демон паникует и пытается связаться со своим боссом, но Лури накладывает заклинание номер 17, и связь обрывается. Матиас насмехается над демоном, который все еще уверен, что его барьер спасет его. Матиас атакует его магией, и барьер легко отражает атаку, но Матиас продолжает стрелять магическими пулями. Демон смеется, уверенный в своей безопасности. Но Матиас пронзает барьер мечом. Он вычислил время перезарядки способности барьера взрываться и, воспользовавшись этим, сломал его. Демон улетает, называя его чудовищем, а затем его босс восстанавливает канал связи. Демон встревожен и утверждает, что Матиас должно быть действительно реинкарнация Гая, но босс отказывается верить в это, утверждая, что если бы он был Гаем, то уже убил бы его. Матиас понимает, что если босс демонов знает его из прошлой жизни, то он должно быть невероятно стар и опасен. Босс приказывает демону использовать его последнее средство под названием несчастье. Он мгновенно усиливает себя магией и обрушивает шквал атак на Матиаса, который легко уклоняется от них. Он контратакует и сбивает демона с ног, а затем наносит смертельный удар мечом. Демон не успевает уклониться от воздушного удара и теряет руку, а затем Матиас обезглавливает его следующим ударом. Он сообщает Лури и остальным, что с демоном покончено, и они очень рады. Монстр, направлявшийся к городу-крепости, исчезает, как только Лури восстанавливает дракона Вена, а Альма и Айрис защищают ее от всех приближающихся монстров. Теперь осталось только найти демона, отдающего приказы, и Матиас пытается выследить его. Демон внезапно начинает говорить с ним и заявляет, что Матиас не сможет его найти. Матиас понимает, что демон тоже подключился к его каналу связи с Лури и удивляется. Он выясняет, что сигнал шел из пограничного города в нескольких милях отсюда, но это была лишь приманка. Матиас признает, что не знает, где прячется демон, но говорит, что они в конце концов встретятся в бою. Демон не собирается сражаться с ним и говорит, что Матиасу придется его найти. Он, похоже, заперт в огромном магическом камне в каком-то темном месте и резко обрывает связь. Матиас действительно впечатлен демоном и понимает, что победить его будет сложнее, чем всех, с кем он и его команда сражались до сих пор. Когда они остановились отдохнуть, он объяснил, что они собираются найти босса демонов. Он скрывал свое присутствие с помощью устройства ретранслятора, но на заклинании связи остался слабый след магии заклинателя. Матиас записал этот след в магический камень, и Альма удивилась, что он смог это сделать. Затем он рассказал им, что есть древнее устройство, которое может считывать информацию с магического камня и определять местоположение заклинателя по его магической подписи. Лури сказала, что никогда не слышала о таком устройстве, а Матиас ответил, что оно из древних времен. Лури и Альма были потрясены, услышав это, и спросили Матиаса, откуда он знает, что использовал его, и он замялся, прежде чем сказать, что вроде как наткнулся на него. Но он сам его создал в первую очередь. Он достал карту и сказал, что устройство находится в современном альянсе Родинии за границей королевства. Матиас решил, что будет проще всего пересечь границу с помощью короля, поэтому они решили вернуться в столицу. Они прибыли во второй кампус Академии и увидели, что он больше не цел. Это их смутило, но осмотревшись, они заметили, что второй кампус Академии полностью реконструируют. В этот момент к Матиасу подошел директор и спросил, что здесь происходит. Директор объяснил, что они перестраивают второй кампус Академии с нуля и планируют сделать его неприступной крепостью, которую не смогут пробить даже демоны. Сейчас занятия проходят в первой Академии, и студенты обеих Академий помогают со строительством. После этого они идут во временный кабинет директора и сообщают ему, что в городе-тюрьме появился еще один демон, и он скрывает свое местоположение. Чтобы найти его, им нужно пересечь границу с Родинианским альянсом. Матиас узнает, что они союзники, и спрашивает, поможет ли король пересечь границу. Директор говорит, что передаст сообщение его величеству, и просит гильдию Родинианского альянса помочь, чтобы все прошло гладко. Группа предлагает помощь со строительством, пока они не получат разрешение пересечь границу, и директор рад, что они согласились. Матиас просматривает чертежи и предлагает идеи, как сделать новое здание еще прочнее, а Лури учит других студентов правильно зачаровывать строительные материалы. Айрис пытается помочь, таская стальные балки, но она неуклюжая и больше вредит, чем помогает.
Через несколько дней они получают письменное разрешение и рекомендацию от короля и отправляются в Родинианский альянс. Девушки очень взволнованы, потому что никогда раньше не покидали королевство и хотят посмотреть, что это за место. Благодаря рекомендации короля у них не возникает проблем с прохождением через контрольно-пропускные пункты, и они быстро добираются до места назначения. Конечно, это было не единственное препятствие на пути к устройству. Территория, где находится устройство, была отмечена как запретная зона, потому что магическая сигнатура устройства настолько сильна, что может вызвать катастрофу, если халатно отнестись к этому вопросу. Согласно информации от директора школы, только авантюристы ранга А из их гильдии имеют право туда попасть, и Матиас решает, что они должны как можно скорее стать авантюристами ранга А. Девушки удивляются, почему они должны следовать правилам гильдии, если у них есть разрешение короля, но Матиас хочет подстраховаться. Однако, если получение ранга А займет слишком много времени, он планирует попросить Ирис превратиться в дракона и пролететь над городом, вызвав панику, которая позволит им проникнуть в закрытую зону. Они приходят в гильдию Родинии, где их встречает глава отделения, который ждал их по поручению короля. Он слышал много хорошего о Матиасе и его команде, а также знает, что они планируют отправиться в закрытую зону. Глава отделения говорит, что обычно все авантюристы начинают с самого низкого ранга, но для них он сделает исключение и позволит им пройти тест на ранг А. Он объясняет, что все они должны пройти тест на ранг А, который представляет собой тренировочный бой с экзаменатором, прежде чем отправиться в закрытую зону. В этот момент входит Гилу, известный авантюрист ранга С из Родинии, и говорит, что будет экзаменатором на экзамене. Глава отделения говорит, что он не может быть экзаменатором, и Матиас знает причину этого. Он чувствует мощную магическую ауру Гилуиса, сравнимую с аурой демона. Но каким бы известным он ни был в своей стране, Матиас и его команда никогда не слышали об авантюристе ранга С. Глава отделения шепчет Матиасу, что Гилус только и думает, что о сражениях, но ему это не нравится. Глава отделения утверждает, что он вызвал другого экзаменатора, но Гилус говорит, что тот сбежал, потому что плохо себя чувствовал. Гилус настаивает на том, чтобы быть экзаменатором, а глава отделения слишком боится его ослушаться. Матиасу все равно, кто будет экзаменатором, но глава отделения говорит, что никто еще не проходил испытания Гиза. Он всегда проваливал испытания большинства людей, даже не сражаясь с ними, потому что считал их слишком слабыми и не хотел тратить на них время. Гиз говорит, что будет сражаться только с сильными, и Матиас находит его интересным. Они идут на арену, где он проходит испытания Айрис, Альмы и Лурия, даже не сражаясь с ними, но настаивает на дуэли с Матиасом. Он много слышал о нем и хочет сразиться с этим парнем, который стал известен как убийца демонов. Матиас понимает, что это был его план с самого начала, и принимает вызов. Они выходят на арену, и судья начинает объяснять правила боя. Гилус разминается, надеясь, что сегодня ему попадется сильный противник, а Матиасу интересно узнать о способностях авантюриста С-ранга. Снаружи его друзья тоже немного волнуются за него, а глава отделения говорит, что Гилус – прирожденный боец, который никогда не проигрывал в дуэлях. Перед началом дуэли Гилус заявляет, что не использует магию в бою, но Матиас может, если захочет. Судя по магической ауре, Юлус был таким же заклинателем, как и Матиас, и он спросил его, не сдерживается ли он, не используя магию. Юлус ответил, что не пытается его обхитрить, просто никогда не пользуется магией. Однако, когда Гилус достал свой меч, он, похоже, усилил свое тело с помощью магии. Матиас приготовился и сказал ему атаковать, когда тот будет готов. Гилус бросился на него с огромной скоростью, и Матиас усилил свои физические способности, чтобы уклониться от его атаки. Он понял, что Гилус накладывает чары на свое тело и меч, но не знал об этом, потому что делал это неосознанно. Гилус продолжал атаковать Матиаса и даже смог отбросить его назад своими мощными ударами. Джо Льюис веселился, наблюдая за их поединком, и подсознательно накладывал все больше усиливающих заклинаний на свой меч и тело, пока они обменивались ударами. Матиас подумал, что это впечатляющая способность, потому что большинство людей не могут использовать заклинания неосознанно, а Гилус мог. Казалось, что они равны в мастерстве владения мечом, и все были удивлены их силой. Однако Юлий понял, что Матиас сдерживается, и Матиас не стал отрицать его догадки. Он разозлился и попросил показать его настоящую силу, и Матиас решил усилить бой с помощью магии. Он подпрыгнул и создал магическую опору для атаки на Гилуса, чья магическая сила становилась все сильнее по мере того, как он сражался. Матиас был впечатлен тем, что он растет и совершенствуется в настоящем бою. Он думает, что у Гилуса никогда раньше не было возможности сразиться с кем-то сильнее его, но теперь, когда он встретил противника, который намного превосходит его боевые инстинкты обостряются. Гилус бросается на Матиаса, а затем высоко подпрыгивает в воздух, и Матиас думает, что это глупо делать так, не используя магические заклинания. Но Гилус использует ту же магию, что и он, и прыгает в воздухе, используя магическую опору. Матиас не может поверить, что Гилус смог скопировать это после одного лишь просмотра и блокирует его следующую атаку. Юлиус думает, что эта атака была удачной, и он победил своего противника,
но когда он смеется, облако пыли рассеивается, и Матиас оказывается невредим. Он хвалит Гала за последний прием, но говорит, что этого было недостаточно, чтобы победить, потому что у него мало опыта в заклинаниях. Он бросается на него, использует магию усиления, чтобы одолеть его, и отбрасывает к стене арены. Матиас направляет на него меч, и Юлиус признает свое поражение. Он смущен, потому что это был его первый проигрыш, но Матиас хвалит его, говоря, что у него невероятные навыки. Юлиус спрашивает, как ему стать таким же сильным, как Матиас, и тот дает ему книгу, которую написал о заклинаниях, чтобы помочь ему совершенствоваться и изучать боевую магию. Матиас верит, что у Юлиуса есть талант превзойти даже его, но думает, что тот просто насмехается над ним. Матиас уверяет его, что он серьезно настроен и что, прочитав книгу, он станет намного сильнее. Гилус пренебрежительно относится к магии, потому что считает, что все заклинания можно использовать, только читая заклинания вслух, и это делает заклинателя уязвимым. Однако Матиас отмечает, что у безмолвной магии нет такого недостатка, и что Гилуис на самом деле использует ее, сам того не осознавая. Он говорит ему, что если он начнет осознанно использовать эти заклинания, то станет еще сильнее. Гилуис решает улучшить свою боевую магию, но после прочтения первой страницы у него начинает болеть голова, и он спрашивает Матиаса, есть ли заклинание, которое может сделать его умнее. Позже Гилуис говорит Матиасу, что он должен стремиться к рангу С, потому что он самый сильный человек на континенте. Но Матиас отказывается. Он говорит, что с рангом А он сможет попасть в Фию, регион, куда он направляется. Глюс немного напрягается, услышав это название, и говорит, что сейчас Фия – странное место. Атмосфера там сильно изменилась за последнее время, контрольно-пропускные пункты стали строже, и многие группы искателей приключений пропали. Джулиус говорит Матиасу, что если у него возникнут проблемы, он может позвать его на помощь. После этого группа покидает запретную зону Фолкии и проходит через контрольно-пропускной пункт, где охранники выдают им пропуска для доступа в эту зону. Они предупреждают, что пропуска действует только для главной дороги, и они не должны с нее сворачивать. Девушки думают, что на контрольно-пропускном пункте не так строго, как они слышали, но Матиас обнаруживает магический код, вписанный в пропуска. Он расшифровывает сообщение на пропуске, в котором говорится, что они представляют угрозу, с которой нужно немедленно разобраться. Девушки шокированы, прочитав это, и задаются вопросом, что это значит. Но Матиас говорит, что сейчас важнее не содержание сообщения. Технология кодирования, использованная в прошлом, была такой же, как у демонов. Девочки были потрясены, когда узнали об этом, но Матиас сказал им, что стражники точно были людьми, а тот, кто общался с демонами, был кем-то выше по статусу. Теперь они подозревают, что весь регион Факира находится под контролем демонов, и именно поэтому стражники считают любого подозрительного чужака угрозой. И действительно, вдалеке они видят большую группу бандитов, которые ждут, чтобы напасть на них из засады. Они понимают, что именно это имел в виду Глу, когда говорил, что в Факире пропадают группы. Айрис просит разрешения вырубить всех бандитов, но Матиас отказывается и говорит, что они просто усыпят их. Он не хочет поднимать шум, потому что это усложнит вход в город, и дает Лури и Альме снотворное, чтобы они незаметно усыпили бандитов, пока он и Айрис будут отвлекать их. Он создает иллюзии Лури и Альмы, которые издалека выглядят достаточно убедительно, и план начинается. Матиас кричит, что на них напали, и бандиты понимают, что их обнаружили. Они больше не медлят и стреляют в них. Айрис отражает стрелы, но некоторые все же попадают в нее, и она приходит в ярость. Она уже готова броситься на бандитов, но Матиас сбивает ее с ног, потому что уверен, что кто-то погибнет, если она нападет на них. Воспользовавшись моментом, который создал Матиас, Лури и Ульма пробираются за спины бандитов, активируют магический предмет и выпускают снотворный газ. Бандиты засыпают, и, увидев облако газа, Матиас и Айрис идут проверить их. Они обнаруживают, что Лури и Альма не успели убежать от газа и тоже крепко спят. Увидев, что они крепко спят, Айрис решает подшутить над Альмой и рисует ей усы. Матиас находит спящую Лури очень милой, но все равно будет ее и предупреждает, чтобы она сначала изучила магические инструменты, прежде чем использовать их. Лури нервно извиняется, а потом оборачивается и видит, что у ее подруги на лице нарисованы усы. Лури смеется, а Альма понимает, что это сделала Айрис, и ссорится с ней. После этого они отправляются в город Пхулкию, который кажется полон мастерских, где постоянно дымят печи. Девочки чувствуют жуткую атмосферу в городе, а Матиас и Лури обнаруживают более 30 демонических магических сигнатур по всему городу. Матиас добавляет, что магические сигнатуры кажутся маленькими, но это только потому, что демоны скрывают свое присутствие. Луриан Альма спрашивает Матиаса, как в городе может быть столько демонов, ведь он говорил, что демоны не любят работать вместе. Он объясняет, что, вероятно, в Фолкии полно полудемонов. Это особый класс демонов, которые не могут использовать заклинания, но работают вместе. Он считает, что если город захватили полудемоны, то ситуация сложнее, чем он думал. Охрана тоже строгая, но поскольку они уже убедились, что город наводнен полудемонами, он не видит смысла идти через главный вход.
Он говорит друзьям, что нашел кое-что интересное и ведет их к потайному ходу, который открывает, развеяв наложенную на него магию. Он считает, что это был ход, которым пользовались только демоны, и он приведет их прямо в центр города. Они входят в потайной ход, чтобы проникнуть в город, но сначала им нужно пройти через зловонную канализацию. Там очень темно, и когда они идут дальше, Матиас говорит, что нужно остановиться, потому что его магия обнаружения что-то улавливает. За углом их ждет демон, и группа думает, как с ним справиться. Матиас говорит, что они пройдут мимо без проблем и используют заклинание, которое позволяет проходить сквозь стены. Матиас проходит сквозь стену и, вынув руки из-за спины, использует заклинание, которое вводит демона в ступор. Он зовет друзей, потому что теперь можно идти дальше, и говорит, что это был единственный охранник. Он использовал заклинание, которое на время притупляет чувства, и теперь они могут пройти незамеченными. Айрис хочет нарисовать что-нибудь на его лице, но Матиас останавливает ее. Они добираются до города и крадутся, чтобы их не заметили. Внутри города еще хуже, чем снаружи, и Альма замечает, что даже Мелхио показался бы раем по сравнению с этим местом. Все горожане похожи на зомби, они бесцельно бродят с пустыми взглядами, словно в трансе. Они даже не замечают Матиаса, стоящего посреди дороги. Матиас замечает, что их магические сигнатуры тоже странные, поэтому он останавливает одного человека и обнаруживает, что на нем какое-то заклинание. Он понимает, что это заклинание называется паралич мыслей, и оно из той же категории, что и то, которое он использовал на охраннике. Его друзья уверены, что это дело рук демонов. Они обнаружили длинную очередь перед фабрикой, где демон накладывает на горожан заклинание паралича мышления, чтобы заставить их бездумно работать на фабрике. Матиас и его друзья тоже присоединяются к очереди. И он накладывает на всех контрзаклинания, чтобы они могли притвориться парализованными мыслями и проникнуть на фабрику для расследования. Он напоминает Айрис, чтобы она вела себя так, будто она в отключке, и она принимает его совет близко к сердцу и спотыкается во время ходьбы. Один из демонов подбегает к ней, и он считает, что она страдает от передозировки паралича мышления. Он жалуется, что передозировка людей снижает их работоспособность, но затем позволяет им двигаться вперед. То, что они находят внутри, вызывает, мягко говоря, беспокойство. Люди работают на большом нефтеперерабатывающем заводе, и технологии, которые они используют, более продвинуты, чем в большинстве других мест. Альма интересуется, какую руду они перерабатывают, и Матиас говорит ей, что это магическая руда ранга канин, тип минерала, который можно использовать для изготовления взрывчатых веществ. 1 тонна чистого взрывчатого вещества для собак может уничтожить целое королевство, но Матиас утверждает, что на получение такого количества чистого кристалла уйдут десятилетия. Конечно, фабрика все еще слишком опасна, и они не могут позволить этому продолжаться, поэтому разрабатывают стратегию ее уничтожения. Он первый отмечает местоположение всех 30 полудемонов на карте и указывает, что они в основном собраны в центре города. Он говорит, что будет сложно выследить полудемонов, чтобы победить их, потому что они предпочитают держаться вместе, чтобы поддерживать свое общее сознание, с помощью которого они могут общаться и действовать как одна команда. Альма и Лири говорят, что если убить одного полудемона, остальные насторожатся и, возможно, придется убить их всех сразу. Но Матиас говорит, что это невозможно. Вместо этого он собирается воспользоваться их общим сознанием и командной работой, обратив их против них самих. Матиас первым обнаруживает мощную магическую сигнатуру Айрис, предупреждая демонов и заставляя нескольких из них прийти и проверить, что это за угроза. Их лидер приказывает им окружить место, где была замечена магическая сигнатура, но никто из них не находит ничего, что могло бы ее вызвать. Лидер приказывает им продолжать приближаться к месту и вызывает остальных полудемонов. Демоны наконец находят Айрис, которая стоит одна, и когда они подходят к ней, один из них погибает от рук Матиаса. Когда его напарник оборачивается, он тоже умирает. Демоны замечают, что двое из них погибли, и понимают, что их нашли. Они продолжают бежать к месту, где находятся нарушители, но их убивают взрывами, устроенными Матиасом, Альмой и Лири. Пока ничего не понимающие демоны умирают, их лидер недоумевает, что происходит. Несколькими минутами ранее Матиас объяснил свой план девушкам. Сначала он собирается разом раскрыть мощную магическую сигнатуру Айрис, и это насторожит всех полудемонов. Они пытались окружить ее, а Алма и Лури оставались наготове рядом с Айрис и незаметно их побеждали. Айрис не нравилась роль приманки, но Матиас льстил ей, говоря, что только она может справиться с этой ролью. Сейчас все идет по плану, и Матиас уничтожает демонов одного за другим, а Айрис отвлекает их внимание. Она бегает и дразнит их, и когда они пытаются напасть на нее, их оружие рассыпается. У нее появляется возможность вступить в бой, и она убивает одного из демонов, а его напарница решает убежать, но Матиас появляется из-под земли и хватает ее. Матиас говорит Айрис бежать дальше, потому что он хочет, чтобы демоны думали, что она в одиночку убивает их. На самом деле он заранее сообщал Лури и Альме, куда направляются демоны, и они бросали в них бомбы. Бомбы были недостаточно сильными, чтобы убить демонов, но они отлично прикрывали Матиаса, пока он заканчивал работу. Число убитых демонов растет.
Матиас знает, что они всегда на связи друг с другом из-за общего сознания, поэтому легко распространить среди них дезинформацию. Сейчас они наверняка думают, что в городе расставлены всевозможные смертельные ловушки. Матиас оказался прав. Демоны перестали двигаться и сосредоточились на поиске ловушек. Матиас приказывает Лури и Альме скрыть свое присутствие, а также помогает им приглушить магическую ауру, чтобы они выглядели как обычные горожане. Из-за этого демоны не могут обнаружить ни ловушку, ни врага и снова начинают двигаться. Матиас и его команда пользуются этим шансом и убивают еще больше демонов. А лидер полудемонов наконец понимает, что они столкнулись не с обычным врагом. Он направляется к месту битвы, но уже слишком поздно, и команда Матиаса уже убила больше 20 демонов. Лидер демонов находит тело павшего разведчика и считывает с него 2 магические подписи. Кроме того, он понимает, что разведчика убили клинком, а не бомбами. Он передает это сообщение остальным и говорит, что враги прячутся и охотятся на них. Демоны меняют тактику, и Матиас замечает, что они стали двигаться по-другому. Он говорит своим друзьям оставаться на месте, а сам бросается в бой с остальными полудемонами, которые собираются вместе. Их лидер говорит, что они больше не могут позволить себе сражаться в одиночку. Он считает, что раз враг полагается на дешевые трюки, вроде «разделяй и властвуй», то они не уверены в победе над ним. Он решает, что они нападут на них всей силой и используют магические кристаллы Ранкина, чтобы взорвать их. Разведчики сомневаются в этой идее, но их лидер отчаянно хочет победить врагов, даже если для этого придется взорвать половину города. Он говорит, что люди – расходный материал, и они могут убить столько, сколько захотят. Один из демонов вызывается принести взрывчатку, но кто-то нападает на него сзади и убивает. Предводитель демонов улыбается, думая, что враг, досаждающий им, наконец-то показался. Но вместо Матиаса он видит Гилуса. Он насмехается над решением предводителя демонов взорвать город и утверждает, что его решение прийти в Фалкьё было правильным. Матиас тоже замечает его магическую подпись и понимает, что Гилус уже начал сражаться с демонами. Предводитель полудемонов достает мечи и нападает на него, оттесняя назад. Он полон решимости отомстить за своих погибших товарищей, но Гилус говорит, что они ничего не получат. Демоны окружают его со всех сторон, и Матиас видит, как он сражается с ними. Он решает помочь своему другу и убивает 2 демонов сзади. Остальные демоны нападают на него, но прежде чем он успевает сразиться с ними, он чувствует, что что-то приближается и уворачивается. Копье приземляется прямо перед ним, и Матиас видит, что это Айрис. Удар копья выводит из равновесия всех демонов. И Матиас быстро расправляется с ними, прежде чем вернуться к Айрис, которая говорит, что ей надоело быть приманкой, и она решила присоединиться к битве. Она смеется, говоря, что бросила копье прямо в Матиаса, думая, что он увернется. Тем временем Джулиус сражается с предводителем полудемонов, и они равны по силе. Но его атаки не могут пробить защиту демона, который ранит его. Матиас спрашивает Гилуса, нужна ли ему помощь, но тот просит его не вмешиваться. Демон и Гилус оба используют усиливающую магию и снова вступают в бой. Альма и Лури тоже приходят туда и видят, что силы равны. Матиас говорит, что Гилус стал сильнее, прочитав его книгу, и теперь он может победить демона. Он отступает, но ему удается ранить предводителя демонов с помощью заклинания разрушения стали, которое сильно истощает его тело. Разъяренный демон нападает на него и принуждает к подчинению, но Гилус по-прежнему не хочет, чтобы Матиас ему помогал. Он встает и использует 2 заклинания разрушения стали, ранит демона, и Матиас понимает, что Гилус на пределе своих возможностей. Демон впечатлен его силой и упорством и заявляет, что использует свое последнее заклинание, чтобы прикончить его, но Гилус тоже собирается сделать это. Они бросаются друг на друга, и Гилус оказывается тем, кто все еще стоит на ногах. Он издает победный клич, но потом падает из-за потери крови. Матиас хвалит его, говоря, что он победил с большим трудом, и Лури начинает лечить его магией, пока горожане собираются вокруг них. Но глаза полудемона внезапно краснеют, и он поднимается и бросается на Матиаса. Матиас блокирует его атаку и говорит, что он должен был умереть, но его магическая сила была сильнее, чем когда-либо. Тот же голос, который он слышал в подземелье Мелхии, командовал демоном. Голос угрожает прийти за Матиасом, когда он разрушит печать и полностью воскреснет. После этого тело полудемона рассыпается. Матиас понимает, что хозяин демонов использовал мощное заклинание, чтобы оживить полудемона, но его тело было недостаточно сильным, чтобы долго поддерживать это заклинание. Он гадает, кто же этот могущественный демон, который стоит за всем этим, но тут Гилуис привлекает его внимание и просит поскорее исцелить его. Люди, которые были под действием заклятия, лишающего разума, приходят в себя и очень-очень растеряны. Матиас думает, что будет
будет сложно справиться с этой ситуацией, но Гелуис уже исцелен, и он решает взять все в свои руки. Гелуис, как высокопоставленный искатель приключений, временно берет на себя управление Фойо, пока все не придет в норму. Он спрашивает, есть ли здесь кто-нибудь из начальства, и вперед выходит начальник фабрики. Гелуис назначает его временным правителем Фойо, и Матиас с друзьями поражены тем, как он все устроил. После этого они расстаются с Гелуисом, и Матиас с нетерпением ждет встречи с ним, чтобы посмотреть, насколько он стал сильнее. Они отправляются в запретную зону и, наконец, добираются до места, где находится устройство. Девушки с удивлением смотрят на остатки древней магической цивилизации, и Матиас едва сдерживается, чтобы не похвастаться, что это он ее создал. Когда они подходят ближе, Матиас чуть не проговаривается, что именно он создал это устройство и руины, в которых оно находится тысячи лет назад. Устройство находится под пирамидой, которую можно открыть, только зачаровав особым заклинанием. Матиас открывает ее, и пирамида поднимается, открывая подземный проход, в который они должны войти. Девушки говорят, что там нет прохода, но Матиас говорит им, что нужно прыгнуть вниз. Он прыгает первым, за ним прыгают 3 девушки, и они видят, что древнее устройство все еще сохранилось в первозданном виде. Пока Матиас готовит устройство к активации, он просит остальных поискать в руинах ценные артефакты. Но с ужасом видит, что Лури нашел нелепое оружие, которое он сделал просто ради забавы. Альма находит очень тяжелое копье, которое было одним из неудачных прототипов, и оно было опасно для пользователя. Айрис также находит ящик с консервами, которые были заготовлены еще в древние времена, и задается вопросом, можно ли их есть спустя 1000 лет. Ведь на них была наложена магия сохранения. Как только Айрис открывает банку, комнату наполняет ужасная вонь, и он получает ответ на свой вопрос. Вскоре устройство готово, и Матиас использует его, чтобы проанализировать часть завода в городе Фулкия, так как это может привести их к человеку, который передал технологию переработки полудемонам. Здание начинает трястись, пока устройство работает, и Матиас уверяет друзей, что это нормально. Вскоре анализ завершен, и на экране появляется список всех людей, которые контактировали с механической частью. Матиас подтверждает свои подозрения, что демон, который стоял за инцидентом в подземелье Мельхии, был зачинщиком Фокии-2 и, вероятно, планировал уничтожить человечество. После этого он помещает магический камень с отпечатком демона в устройство, чтобы определить его местонахождение. Он включает устройство на полную мощность, и оно находит подсказки о демоне, но экраны становятся красными, указывая на то, что печать на демоне скоро будет снята. Альма и Лури думают, что Матиас достаточно силен, чтобы восстановить печать, но он не уверен. Он рассказывает, что за всем этим стоит Зардиус, демон такой силы, что даже маги времен Гаи не смогли его уничтожить, и им пришлось запечатать его магией. Матиас считает, что даже если они воспользуются магией бессмертия и будут тренироваться 1000 лет, они едва ли смогут победить Зардиуса, но к тому времени человечество уже вымрет. Айрис говорит, что было бы здорово, если бы они нашли это сверхмощное оружие для борьбы с демоном, и у Матиаса появляется блестящая идея. Он заставляет устройство проанализировать одну из магических сигнатур оружия, чтобы определить местонахождение другого мощного меча, который сделал Гая. К счастью, меч пылится в королевской сокровищнице, и Матиас видит в этом надежду победить Зардиуса, который наконец-то вырвался из своей темницы. Матиас и его друзья спешат в столицу на драконе Айрис, и он дает Альме и Лури волшебный камень, который среагирует на магический меч. По дороге они чувствуют мощную магическую ауру, указывающую на то, что Зардиус полностью разрушил печать и следует за ними. Матиас говорит, что это гонка на время, и если демон найдет их раньше, чем они доберутся до магического меча, человечество обречено. Он приказывает Лури и Альме искать магический меч в королевской сокровищнице, пока он будет сдерживать Зардиуса. Он думает, что великий барьер вокруг столицы сможет защитить от слабых демонов, но на Зардиуса он не подействует. Матиас и девочки желают друг другу удачи и прыгают в королевскую сокровищницу. Только в полете они понимают, что им нужно преодолеть барьер, окружающий столицу, но они не знают заклинаний, чтобы это сделать. К счастью, Матиас заранее заколдовал Магистон, и теперь они могут пройти через него без проблем. Тем временем Матиас ждет Зардиуса вместе с Айрис. Он знает, что Зардиус путешествует через измерение, доступное только демонам, и скоро прибудет сюда со своей армией, а до тех пор ему нужно подготовиться к встрече с ним. Он зачаровывает свой меч и ждет, пока небо станет красным. Тем временем Лури и Альма бегут во дворец, чтобы силой ворваться в сокровищницу, а потом извиниться перед королем. Но они замечают мощную магическую ауру Зардиуса, когда он появляется над столицей через портал, разрывающий пространство. Матиас атакует портал своим зачарованным мечом, чтобы запечатать его, но это бесполезно, и Зардиус все равно выходит из него. Все с нетерпением смотрят в небо, где Матиас просит Айрис выпустить огромный огненный шар с помощью заклинания драконьего дыхания, а затем отступить. Она выпускает мощный огненный шар, но он даже не задевает Зардиуса, хотя и попадает прямо в него. Матиас не ожидал, что драконье дыхание нанесет Зардиусу большой урон,
но он и не думал, что оно будет совершенно бесполезным. Демон достает меч из другого измерения и объявляет, что это будет последняя битва человечества против него. Матиас нападает на него, но Зардиус наносит воздушные удары по Айрис, и Матиасу приходится использовать многослойные барьеры, чтобы защитить ее, но атаки легко пробивают их. Пока он отвлекается, Зардиус нападает на него, и Матиас едва успевает блокировать удар. Он понимает, что демон не только силен, но и быстрее и опытнее всех, с кем ему приходилось сражаться. Но он верит в своих друзей, которые только что добрались до сокровищницы. Стражник не пускает их туда без разрешения короля, и они решают выломать дверь, но в этот момент туда заходит король. Услышав о демоне Зарди и о том, что Матиасу нужен волшебный меч, чтобы победить его, он приказывает открыть дверь. Тем временем в небе над столицей Матиас сражается с Зардией. Ему кажется, что он увернулся от всех атак демона, но одна из них поднимает его в воздух, и он начинает падать. Айрис подхватывает его. Матиас понимает, что если он получит еще одну такую атаку, то точно погибнет. Чем дольше Лури и Альма ищут меч, тем меньше у него шансов на победу. Зардия говорит, что разочарован в Матиасе, которого считают сильнейшим в эту эпоху. Он готовится прикончить его, и Матиас думает, что должен рискнуть жизнью, чтобы защитить человечество. Зардиас использует мощный магический удар, который раскалывает небо и грозит уничтожить город, но Матиас останавливает его барьером. Пока он это делает, Зардиас подкрадывается к нему сзади и говорит, что знает, что он готовится сразиться с ним внутри барьера, но это бесполезно. Матиас нападает на него, и Зардиас говорит, что пока барьер защищает город, его приспешники не смогут войти в него. Но он воскрешает демонов, которых они убили в столице, и Матиас понимает, что городу грозит опасность. В городе Лури и Альма нашли волшебный меч, который нужен Матиасу, и спешат отнести его ему. Они бегут к Матиасу, чтобы отдать ему меч, но встречают того демона, которого они победили в столице. Демон нападает на них, но с тех пор, как они покинули столицу, их навыки значительно улучшились, и они легко справляются с демоном. Однако после этого появляется более сильный демон и требует, чтобы они отдали ему меч. Он угрожает им, угрожая убить двух одноклассников из второй академии, которых он держит в заложниках, чтобы шантажировать девушек. Девушки сдаются и опускают оружие. Тем временем Зардиус пытается пробить барьер, и когда Матиас пытается его защитить, он отвлекает его на Айрис. Матиас защищает ее, но это позволяет Зардиусу нанести удар. Ситуация становится все хуже, и демон говорит ему, чтобы он отбросил бесполезных слабаков и показал свою истинную силу как сильнейшего человека. Однако у Матиаса почти закончилась магическая энергия, и он размышляет, стоит ли ему использовать последнюю каплю своей силы, чтобы перевоплотиться в новую эпоху, когда сила Зардиаса хотя бы немного ослабнет. Нынешняя цивилизация погибнет, но это был бы самый разумный способ справиться с таким врагом, как Зардиас. Однако он не может смириться с мыслью, что оставит своих друзей погибать вместе с нынешней цивилизацией. С новыми силами Матиас использует всю свою жизненную энергию, чтобы увеличить свою магическую силу и продержаться, пока не получит меч. В это же время демон внизу пытается отобрать меч у Альмы и Лури, но тут на помощь приходит директор и несколько студентов из Академии 2. Демон на мгновение отвлекается, и они забирают у него меч и освобождают заложников. Затем они снова объединяют свои атаки, чтобы ранить демона. Остальные студенты используют свою магию, чтобы сдержать демона, а директор приказывает девушкам идти и завершить свою миссию. Матиасу не удается нанести удар по Зардию, даже используя свою жизненную энергию. Он приказывает Ирис отнести его к Зардию и велит ей использовать дыхание дракона, но она теряет силы в полете и падает на землю. А Матиас телепортируется, чтобы застать Зардия врасплох, но ему это не удается. Девушки добираются до них и, наконец, бросают меч в Матиаса. Но как только он поворачивается, чтобы его поймать, Зардий пронзает его сердце, убивая его. Все в отчаянии смотрят, как Матиас падает. Но тут меч начинает светиться, и яркий свет поднимает его вверх. Свет рассеивается, и Матиас появляется перед Зардием, благодаря его за то, что он помог ему выполнить условия для активации меча – смерть владельца. После активации меч воскрешает владельца и наполняет его огромной магической энергией. Матиас излучает энергию и начинает сражаться с Зардием, и на этот раз он одерживает верх. Он считает, что магический меч был вершиной его творения в прошлой жизни. Но его сила настолько велика, что он едва может ее контролировать. Он знает, что если не сможет совладать с силой, то случайно может разрушить столицу, поэтому решает закончить бой как можно скорее. Зардиус говорит Матиасу, что даже с такой силой его физическое тело не сможет долго сражаться, но Матиас отвечает, что может просто оживить свое тело с помощью магии и продолжать бой. Зардиус в отчаянии требует, чтобы Матиас назвал свое настоящее имя и объяснил, почему он сильнее.
Матиас заявляет, что он сильнейший мудрец из самого слабого рода и наносит смертельный удар Зардиусу, превращая его в пепел. Но перед смертью Зардиус предупреждает Матиаса, что он не единственный демон хаоса в мире. После этого придут другие демоны хаоса, и один из них наверняка уничтожит человечество. С этими словами он исчезает, и небо становится обычным. Матиас встает, и друзья радостно приветствуют его. Лури очень рада, что он в порядке, она бросается к нему, и они проводят романтический момент, прежде чем его рана открывается и начинает кровоточить. Он перевязывает себя, встает и решает выпустить всю магию, которая была в мече, потому что он мог использовать ее только один раз. Он взмахивает мечом, но оставшаяся в нем энергия настолько сильна, что пробивает дыру в ближайшей горе. Наконец, угроза уничтожения мира миновала, и во всем мире воцарился мир. Полностью исчерпав свою магическую энергию, Матиас возвращается в Академию номер 2 как студент, пока его энергия не восстановится. Когда он собирается уходить, он слышит, как Лури и Альма спорят, стоит ли им его беспокоить. Айрис присоединяется к ним, и прежде чем она успевает постучать в дверь, он открывает ее, и девушки падают на пол. После этого король благодарит их за спасение всего человечества и щедро награждает всем, чего они пожелают, за их чудесные подвиги. Он разрешает Матиасу и его друзьям снова посетить королевскую сокровищницу, чтобы они могли выбрать все, что захотят. Но единственное, что Матиас находит там полезным, это адамантитовая стрела, которую он сделал в прошлой жизни. Он вспоминает, что тогда же сделал мощный лук, чтобы использовать его вместе со стрелой, и планирует подарить его Альме, но узнает, что лук сильно заржавел. И дворец решает продать его как дешевый лом. Они идут в магазин, надеясь, что лук все еще там, но магазин уже переплавил его в металлическую болванку, потому что не смог определить, что это было. Матиас разочарован тем, что их цивилизация не знает цену адамантита, но решает купить все металлические блоки, надеясь извлечь из них чистый адамантит. Затем он находит Айрис в аметистовом кристалле и решает купить его. Лури замечает это и хочет, чтобы Матиас купил что-нибудь и для нее. Она не может сказать это вслух, но Альма говорит за нее, и Матиас краснеет, глядя на Лури. По ее совету он покупает волшебный кристалл, чтобы потом сделать что-нибудь для Лури. Он зовет ее встретиться с ним ночью и краснеет, когда дарит ей подарок. Матиас просит ее закрыть глаза, и она думает, что он собирается ее поцеловать, но он просто надевает на нее медальон, который сам сделал. Лури очень рада подарку. После этого Матиас отправляется в очередное приключение со своей командой. Он слышал о демонах, которые управляют соседней империей, и теперь его задача помешать их планам.